Девочки, всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами вот таким интересным, красивым узором. Он прекрасно подойдет для вязания сумок. Также, мне кажется, можно использовать для вязания наволочек для подушек. Этот узор вяжется по кругу, и сразу очень удобно формируется сама наволочка. Не нужно потом дополнительно ничего сшивать. Просто набираем необходимое количество петель для ширины подушки и вяжем по кругу наволочку до необходимого размера. Я эту сумку вяжу из вот такого джута, это от пряжи Центр джут халва называется, ширина нити S, это примерно 1,5 мм толщина нити, и здесь в одном моточке 200 метров я вяжу 2 нити. 10% скидку на такой джут вы можете получить по моему промокоду, я оставлю в описании промокод и ссылку на этот сайт, пользуйтесь обязательно. Пока у меня сумка еще в процессе вязания, обязательно досматривайте это видео до конца. Я покажу, как вязать ручки, как их красиво и аккуратно вшить в сумку. Сделаю взвешу сумку и покажу ее на себе. И также расскажу, сколько рядов я провязывала для своего размера сумки. Сейчас на данный момент ее ширина получается 27 сантиметров, высота 31 сантиметр. Мне осталось добавить только ручку, и сумка уже будет готова. Также сделаю обвязку здесь сверху, это вместе с вами сделаем, все покажу. Я покажу на полиэфирном шнуре для того, чтобы лучше просматривался узор. Расскажу принципы вязания этого узора. Итак, для узора очень важно, чтобы количество воздушных петель было кратное 4, и этот узор вяжется по кругу. Я буду показывать на такой псевдоовальной детали, да, это деталь, которая вяжется по кругу, это как будто бы овал, но здесь у нас расширение детали идет по принципу квадрата, то есть 4 с одной стороны и 4 с другой провязываются в одну точку для того, чтобы делать закругление и дальше расширяться. У меня всего будет один ряд в этом овале, буду его так называть, и здесь очень важно, смотрите, мы набираем для длины, да, вот этой ширины мы набираем количество петель кратное 4, например, 24 я здесь набирала, и плюс еще 2 для того, чтобы формировать вот эти углы. Итого 24 плюс 2 равно 26. 26 воздушных петель набираем и далее вяжем уже по кругу. Все, надеюсь, этот момент понятен и вы здесь не допустите ошибку. Я буду показывать, как я уже говорила, на полиэфирном шнуре, это 3 мм шнур, и буду вязать крючком номер 4. Для образца наберу 12 воздушных петель плюс 2, итого 14. Провязали, и далее уже будем начинать, вот это вот у нас уже будет место закругления, вот это последняя, да, воздушная петля, и будем вязать столбиками с одним накидом весь узор и вот эту овальную часть тоже, и уже начинаю отсюда вязать. Делаю 3 воздушные петли, которые имитируют первый столбик с накидом. Вот он идет, выходит из последней 14. Сюда же провяжу еще 2 столбика. Итого у меня получится как будто бы провязано 3 столбика уже, да, вот в эту точку закругления. Дальше вяжу до последнюю не провязываю, вяжу 12 столбиков, столько, сколько у меня было отведено на сторону. Так, пропустила здесь. Просто в каждую петлю столбик с одним накидом. Так, и вот провязываю предпоследнюю. И дальше у меня остается последняя воздушная петля. Это петля для разворота, для угла формирования. И сюда провязываю 4 столбика с накидом в одну точку. 2 столбика провяжу за одну дужку, и последние 2 провяжу за дальнюю дужку, при этом вот этот хвостик буду ввязывать. 4 провязала. Далее двигаюсь, провязываю 12 на следующей стороне, и затем вот в эту самую первую, что мы провязали, сюда 3, нам надо будет еще один провязать. Провяжите сначала 12 по стороне,
Итак, провязала 11, и вот последний 12 столбик провязываю на стороне. И довязываю еще один вот сюда, в самую первую воздушную петлю. Итого здесь получается вот 1, 2, 3, 4. Далее соединяю. Соединяю я так, как во всех своих изделиях. Нахожу первую верхнюю горизонтальную. Вот первый сымитированный столбик, вот второй. И вот его верхняя горизонтальная. Захожу сзади вперед и захватываю рабочую нить. Обхожу получившуюся деталь и затягиваю. Вот так, провязали первый ряд. В принципе, вот такой ширины для какого-нибудь шопера, я считаю, что достаточно, даже если вот из полиэфирного шнура 3 мм, такая ширина достаточно. Но если вы хотите пошире, то просто вяжите дальше и вот эту вот часть, там где 4 столбика, увеличиваете на 4, да, по правилу круга. То есть делаете прибавки там во втором ряду в каждую прибавку, затем через одну прибавку, затем через 2 прибавки и так далее. А на стороне вот эти 12 столбиков, условно, да, они у вас всегда сохраняются, то есть они вяжутся без изменений. Расширяется лишь только вот эта часть, да, а здесь оно расширяется в ширину. И далее переходим на вязание узора. Раппорт узора у нас состоит из 4 столбиков, и мы сразу же будем работать вот с этими 4 столбиками, которые провязаны в одну точку, для того, чтобы узор у нас формировался ровно и симметрично. Все ряды будут вязаться одинаково, так как и сейчас первый ряд. И здесь, смотрите, мы вот берем наши 4 столбика, и работаем лишь только с вот этими 2 центральными столбиками, со вторым и с третьим столбиком. И будем вязать столбики с одним накидом, выпуклые, да, рельефные, и просто под точку вот эту между столбиками. Начинаю ряд я вот таким образом, делаю накид, всегда так буду начинать, и прохожу вот во второй. Сначала делаю его рельефным, то есть прохожу под столбик, у меня столбик на крючке, захватываю рабочую нить, провязываю сначала 2 петли на крючке, затем еще одну, и это первый сымитированный столбик с одним накидом. Далее в центр между вот этими 2 столбиками провязываем 2 столбика с одним накидом. Далее формируем снова выпуклый рельефный столбик, делаем накид, проходим вот в этот следующий столбик, он у нас на крючке, и мы захватываем рабочую нить, провязываем столбик с накидом. Вот такой первый элемент у нас уже провязан, и вот такие элементы мы вяжем до конца ряда. Смотрите, можно считать так, либо, да, просто вот не считая уже вот этого столбика, с которым мы не работали, из 4 этих, да, переходим просто на следующую 4 столбиков и находим центральные 2 столбика. Либо можно считать так, вот мы с этим не работали, мы 2 столбика пропускаем, и переходим к следующим 2, да, и так вот с каждыми последующими 2 столбиками будем работать. Я все еще буду объяснять вам вот на примере 4, вот эти 4 столбика наши первого раппорта провязаны, все, мы их больше не трогаем, и переходим на следующие 4. И работаем со вторым и с третьим. Делаем сначала рельефный столбик второй, затем 2 столбика в одну точку между этими столбиками. И рельефный третий столбик из 4. Второй элемент провязали. Так, вот эти 4 столбика. Мы больше с ними не работаем. Переходим на следующую 4. И здесь работаем также со вторым и с третьим. Сначала рельефный столбик, затем 2 столбика в одну точку между вторым и третьим столбиком из 4. И рельефный столбик, третий.
Все, и вот так вот двигаемся по кругу, встречаемся в конце. И провязываю последний элемент в этом ряду. И вот, смотрите, остается 2 свободных столбика, и вот уже здесь рельефный столбик, это означает, что мы подошли к концу. Итак, у нас получается, что между вот такими рельефными столбиками у нас есть 2 свободно лежащих столбика, можно на это тоже ориентироваться. И здесь закрываю ряд, как обычно, нахожу первую верхнюю горизонтальную, вот первый столбик сымитированный, у него нет верхней горизонтальной, вот второй, и прохожу сюда, сзади вперед, захватываю петлю и соединяю. Так, провязали первый ряд узора, вот что получается уже. И далее вяжем второй ряд узора. Вяжется все точно так же. Мы здесь также работаем с 4 столбиками. Да, вот у нас, смотрите, здесь один выпуклый, 2 в одну точку провязаны и второй выпуклый. И мы всегда будем работать вот с этими 2 провязанными в одну точку, а вот эти выпуклые уже трогать не будем. И будем их формировать также. Делаем накид, и сначала у нас выпуклый рельефный столбик, затем 2 между вот этими столбиками, 2 в одну точку. И далее выпуклый столбик. Дальше вот видим следующий элемент, рельефный столбик, 2 столбика в одну точку и рельефный столбик. И работаем вот с этими 2 столбиками. Сначала делаем рельефный столбик, затем 2 столбика в одну точку. И второй рельефный столбик. Следующий элемент, рельефный столбик пропускаем, работаем с 2 столбиками, провязанными в одну точку. И сначала делаем рельефный столбик, затем 2 столбика между столбиками. И второй рельефный столбик. Все, и вот так вот двигаемся по кругу. Все последующие ряды вяжутся одинаково. Мы всегда работаем только вот с этими 2 столбиками, которые провязаны в одну точку. Делаем рельефный, затем сюда между столбиками 2 столбика и рельефный. Все, и вот так вот вяжем на необходимую высоту. И возвращаюсь к вязанию своей почти законченной сумки. Мне осталось связать только ручки. Ручки у меня будут состоять из 4 воздушных петель. Буду вязать столбиками с одним накидом для того, чтобы поддержать высоту столбиков в узоре. И просто провяжу на необходимую высоту. У меня будет 2 ручки с одной стороны, да, одна, и со второй стороны вторая. Я также вяжу в 2 нити. Я уже беру новые 2 моточка, то есть уже расход увеличивается. Да, нужно 4 мотка иметь точно, если вы будете вязать так же, как и я. И просто вот набираю, вяжу я, кстати, крючком номер 6, не сказала об этом. Набираю просто 4 воздушные петли. 3 воздушные петли для подъема, это высота столбиков. И в 4-ю петлю от крючка начинаю вязать. И вяжу по 4 столбика с накидом в каждом ряду. Далее делаем 3 воздушные петли для подъема. И с этого ряда я уже буду считать эти 3 воздушные петли как за имитацию столбика с одним накидом. И буду начинать вязать ряд, вот это как будто бы уже провязанный первый столбик. И буду начинать вязать в 5-ю воздушную верхнюю горизонтальную петлю, второй столбик, дальше 3-й. Хвостик при этом ввязывается, он лежит просто на горизонтальных петлях. И 4-й. 3 воздушные петли как имитация столбика, переворачиваю и в 5-ю петлю от крючка начинаю вязать второй столбик, 3-й
И вот здесь в последнюю, в самую верхнюю просто точку вот этих 3 воздушных петель в предыдущем ряду провязываю последний столбик. Итак, ручку я провязала, у меня получилось всего 60 сантиметров, у вас может быть своя длина. И здесь, смотрите, я обрезала нить и спрятала ее, немножечко пропустила по низу основания столбиков и вывела ее к краю, да, для того, чтобы потом этот хвостик спрятать в саму сумку, да, не в ручку. И перехожу к обвязке. Здесь, смотрите, по ходу обвязки я буду ввязывать ручку. У вас должно быть готовы уже 2 ручки для того, чтобы их вязать. И здесь находим боковые части, да, вот у меня вот эта боковая и вот эта боковая. Дальше идет 1, 2, 3, 4, 5, 6 колосочков посередине. Соответственно, я нахожу 2, здесь 5 и вот сюда буду присоединять, да, посерединке. Хожу обвязкой, делаю обвязку соединительными столбиками, дохожу обвязкой до этого 5, до 2, точнее, колоска по стенке. Просто соединительными столбиками в каждую верхнюю горизонтальную проходим. Так, и вот первая точка для присоединения. Кладу сзади верхних горизонтальных ручку и прохожу сначала в сумку, затем в верхнюю горизонтальную, или можно в какую-нибудь здесь часть столбика, если это воздушные петли. Прохожу вот в часть столбика, захватываю рабочую нить и провязываю соединительный столбик. Дальше следующая верхняя горизонтальная на сумке, следующая верхняя горизонтальная на ручке, захватываю рабочую нить и провязываю. Следующую на ручке провязываю и 4. Все, и вот таким образом присоединила ручку с одной стороны. Дальше двигаюсь соединительными столбиками, делая обвязку по верхнему краю сумки до следующей точки присоединения. И вот следующий колосочек, ручку выпрямляю ровненько, укладываю ее, кладу сзади, прохожу сначала в верхнюю горизонтальную на сумке, затем на ручке, 2, 3 и 4. Все, и дальше двигаюсь до следующей стороны и там присоединяю 2 ручку точно так же. Обязательно, когда вы первую ручку свяжете, посчитайте, сколько здесь рядов, чтобы точно такую же связать и 2 ручку. И когда я подхожу к концу обвязки, вот смотрите, у меня здесь сформировано уже звено косички, да, здесь нет, и поэтому здесь я уже не буду ничего вязать, я сымитирую, просто обрезаю нить, оставляю хвостик подлиннее, высвобождаю полностью нить из петли. Можно взять крючок поменьше для того, чтобы было удобнее. И прохожу сверху вниз в это звено косички, первое. Вывожу наверх нить и возвращаю нить туда, откуда она выходит. Да, с изнаночной стороны только прохожу вот сюда, в это звено косички. Захватываю эту ниточку и вывожу назад, на изнанку. Все, и вот так вот мы сымитировали звено косички, и получилась непрерывная обвязка. Все, и просто между столбиков прячем на изнанке.
И я пришила ручки, все готово, все получилось очень красиво, аккуратно. Конечно же, сумку еще после того, как вы свяжете, нужно отгладить для того, чтобы она стала еще более ровная, да, выстроить, так скажем, стеночки сумки, так более прямо, ровно, чтобы это все было. И я сейчас еще покажу вам сумку на мне, взвешу, и все на этом будет. И, как обещала, расскажу по количеству рядов в моей сумке. Как я уже говорила, я набирала 24 воздушные петли плюс 2 для формирования углов, итого 26 цепочек воздушных петель, затем провязывала столбиками с одним накидом первый ряд, ну, такого донышка, похожего на овал, и начиная со второго ряда у меня формировался узор. Здесь всего 16 рядов узора. Далее идет обвязка соединительными столбиками и параллельно ввязываются ручки. В ручках у меня по 26 рядов столбиками без накида. Вот такие расчеты. Ну что же, у меня на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, что вам понравился узор, вы свяжете себе сумку или, может быть, даже наволочку для подушки. Вяжите с удовольствием, пишите мне в комментариях, как вам такая сумка. Вы считаете вес в 390 грамм это много для сумки или немного? Я очень буду рада, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк и поделитесь этим видео, и поделитесь готовыми работами по моему мастер-классу в соцсетях и отметите меня. Все, я желаю вам всего самого хорошего и до новых встреч. Пока-пока.